Итак, проверка связи, как будет звучать тот самый микрофон и так далее. И проверка температуры. Как температура влияет. Камера включена. Посмотрим, как прокладывает маршрут. Через 100 метров поверните налево. И какой микрофон задействован. Ну, можно вот так, например, включить еще. Так, значит, температура 51 градус. Нагрузка на прос 64. Надо бы какую-то агрессию составить, чтобы увеличить нагрузку. Вот. И, кстати, заряжается еще, поэтому раззаряжается тоже. Есть определенная нагрузка. Так, тут ничего не сделать. Надо бы покрутить карту, чтобы она так вот вся погрузилась. Это дает дополнительную нагрузку на провод. Система потребления батарейки у меня сейчас эконом режим. Так, температура 53 градуса. Сделаем скриншот. Сделаем еще один скриншот. Ну, в целом, да. Что могу сказать? Система вроде бы работает. Проверим окошечки. Задержку я вижу. Сейчас посмотрим, какая задержка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 секунды. Это я параллельно, значит, определил по моему, ну, вот этому вот запущенному тоже YouTube. Вот, то есть Поверните налево. секунды. Да, в принципе, мне какая разница. 23 секунды. Так, температура 53. И в целом держится. Дальше не идет. Вот. Значит, этот GPS еще включим. И вот эти отключим. Так, когда это отключаю, окошечки, вырубается Яндекс. Это плохо. Это плохо, что он вырубается. Так, проложим маршрут опять. Так. Через 100 метров развернитесь. Температура 55 уже. Не чувствую, как греется. Так, переложим маршрут. По моему опыту самую нагрузку дает перекладка маршрута. Там почему-то, не знаю, фигачит. Так, температура 55. И он у меня в руке, вон прямо явно греется. Так, обновим окошечки и вот этого жучка сюда. Блин, ну что мы ждем? Ты, жук. Вот так тебя. Через 200 метров поверните направо, а затем поверните налево. В двух окошечном режиме можно. Вот так я, к сожалению, сделать не могу уже. Жаль. Так, температура 56 градусов. Сделаем еще скриншотик.
Через 100 метров развернитесь. Так, теперь экспериментируем дальше. Так. Отключим камеру. Попробуем написать что-нибудь в чат. Вот это мне нравится. Развернитесь. Ты что так? Как бы ее настроить-то? Так. Где же это в темах, может? Ну, тема-то, да, вот это, но... Different for day and line. Нет, это мне не надо. Так, это все нормально. Так, высота, System Margins. Что такое, не знаю. Может попробовать. Так, а если вот... Если сделать one-handed mode. Проверим. Через 100 метров поверните налево. Ну, фонты можно поставить. Тогда 120. Ставил их. И тогда вот... Угу. Так, а если не one-handed? Вот. Ну ладно, в принципе, вот так можно сделать. И проверим, как получилось. Вот хочу написать. Ну, вот это, конечно, херня. Зачем ты вот это всплываешь-то тут? Ты думаешь, что такое? Ага. Давай-ка еще раз тогда делаем. Маршрут перестроен. Через 300 метров держитесь правой полосы, а затем съезд. Поверните направо. One-handed mode. Угу. Так. Как бы вот эту вот фигню скрыть. Press Shore Trail. А, это, наверное, показывает. Угу. Как вот эту ерунду убрать? Navigation Bar. Ну это... Где он вообще есть-то? Use the keyboard color for the navigation bar. Так, ладно. Это никуда я уже залез. Вот, а что? Надо посмотреть, работает или нет. И пишем. Так. Ага. В чем пропало? Пропало это самое. Маршрут перестроен.
Через 100 метров развернитесь. Navigation уберем. One-handed оставим. Фонты давайте все-таки 100. Так. Так. Пишем. Трям. Врубаем камеру. Конечно, неудобно. По поводу скриншотов тоже надо подумать, оставить нет. Ну, в целом, почему бы нет. Пускай будет скриншот все-таки. Можно потом спамить. Итак, температура спала. Почему? Непонятно. Видимо, потому что никуда не едут. Попробуем поперекладывать опять маршрутики. То есть температура 48. Вот сразу она стала 51 уже. Еще переложим. Еще переложим. Дадим нагрузочку. Еще. Я? Так. 52. Проверим. Так. Что тут с последним? Заказом. Загрузка. А что так долго загружаешь? Непонятно. А этот. Ну, вот так выглядит. Заказ, конечно, вот принтскрин и управление лучше куда-то в другое место. Согласны? Согласны. Так, получится. Через 200 метров поверните направо, а затем поверните налево. Температуру 52 и прям, конечно, аппарат горит. Горит. Но, видимо, внешнюю систему охлаждения надо тогда на него купить. Бывают и такие. Маршрут перестроен. Уже с ним. Я Поверните налево. Я нифига не вижу. Тут так мелко все. Так, попробуем перенести. Через 100 метров поверните налево. Ну, можно, например, здесь. И этот можно перенести. Почему бы нет? Правда, тогда не скроется нифига. Ну и ладно. Так. Давай уже. Ё-моё. Как же тебя зацепить-то? Через 50 метров поверните налево. 54 температура. Через 100 метров поверните налево. И он просто огонь. Так, ну ладно. Этот не получится. Этот хотя бы куда-то в другое место прикрепить получится. Чтобы он не мешал. Это принтскрин. Так, ну что наверх? Наверх он не получится. О, вниз. А чё, не мешает вообще ничему. Поверните налево. И вот этот надо тогда вниз делать, чтобы он ничему не мешал. Значит, скрин тогда можно сделать. Ну, посмотрим. Так.
цепляйся ты уже. Не могу цепануть. Так. «55 температура, огонь просто. Телефон разогрелся, просто огонь». Что у меня есть еще? Этот. Так, ну с ним-то понятно. С ним-то понятно. Ага, опять перезагружается. По-моему, 56 уже температура. Пытаюсь цепануть вот этот скриншот. Не получается. Что ж такое-то, а? Мизинцем, что ли? О, так. Температура 57, и у меня уже погас, ну, яркость экрана стала меньше. Это означает, что это вот еще чуть-чуть, и он вырубится. Сколько уже? 58. Вот, видимо, вот эти вот движения очень нагружают. Попробуем убить, до конца. А почему нет? Попробуем. Перегреется? Нет. То есть какие смертельно будут? Так, 57 температур. Блин, у меня уже вот рука горит держать телефон. Как говорится, как бы ожог не получить. Так, скажу, все-таки тебя цепануть. Значит, какие пути уменьшения температуры? Поверните налево. Первое, не заряжать его во время использования. Это трудно, потому что разряжается во время использования быстро. Поэтому, скорее всего, стратегия должна быть такая. Приехал, закончил заказ, включил на зарядку. Пока никуда не едешь, пускай подзаряжается. Получил заказ, выдернул провод, едешь дальше. Или, ну, то есть вот так. Потом, как видно, наверху я сделал индикатор использования памяти, нагрузки на КПУ и температура КПУ. Вот. Поймать бы то значение критическое, после которого он все, йог, и каким-то образом отслеживать бы эту температуру. Каким, не могу сказать. Вот, например, сейчас ни с того ни с сего он вместо этого самого плохого, вместо пониженного яркости врубил сейчас
опять нормальную яркость, хотя я вижу, что температура все равно большая. Сколько вот? Не вижу. 57. Или сколько? Вот очки мне поэтому и нужны. Не вижу. 55. Так, значит... Через 200 метров поверните направо, а затем поверните налево. Нормальный режим, то есть ему до 55 вроде бы типа все норм. В 55 уже начинает подглючивать. 57 он включает защиту и ждет, наверное, до 55. Потом опять переходит. Теперь дальше проводим следующий эксперимент. Выключаем зарядку. Смотрим, как это скажется на температуре. Ну а параллельно буду пробовать все-таки вот это вот. Да, греется прилично. Пробовать все-таки вот это окошечко скриншота опять передвинуть. Сюда-то я его загнал. А как теперь все его отсюда теперь выгнать? Вот он не нажимает. Нифига. Пока отключение зарядки, как я вижу, вообще никак не сказывается на температуре. Она все равно греется. Прилично греется. Возможно, нагрузку в том числе дает хром дополнительную. В идеале вообще тут все же программы выгрузить из памяти. Не стереть, стирать можно и не стирать, но если они запущены процессы, памяти, системные там всякие, лучше их выгрузить. Вот. Я этого не сделал сейчас. Более того, Chrome вроде использую как второе окошко. То есть, возможно, не надо Chrome использовать, а что-то, да, сюда запихнуть. Поверните налево. Калькулятор. То нафига мне тут? Ну, можно калькулятор. Кстати, это можно попробовать калькулятор. То есть сюда вот что-то надо простое. Возможно, кстати, таймер. О, может быть, какой-нибудь таймер сюда зафигачить. То есть, типа, сколько сначала смены. Вот. Почему бы нет? Можно. Так, температура упала до 54. Маршрут перестроен. Поверните направо, а затем крутой поворот направо. Через 50 метров поверните налево. Начинает тормошить, да. И сразу температура растет. То есть вот это вот движение очень-очень влияет на температуру. По идее, его можно вот сейчас так раскачать. Вот сколько сейчас, я не вижу. 56, что ли? Таким образом можно убить сейчас. Вот. Ну ладно, так, переложим маршрут. Еще раз переложим. Еще переложим. По идее, вот эта нагрузку дает большую. Опять вернемся на самый быстрый. И... Ага, так, жучок, ты что, опять сюда съехал? Ну, в целом, можно и так, только нужен ли YouTube? Ну, в принципе, он может понадобиться, чтобы выключать. Выключать и что-нибудь писать. Слушайте, ну тут one-handed что-то не нужно, походу, мне. Давайте обратно я сменю. Appearance.
FFP, где ты one-handed? Ага, не нужен. Navigation bar, не знаю, что такое. System margins, это, наверное, системные настройки, что ли? Системные отступы. Так, а правда, если сделать системные? А если не делать? Ну, здесь ничего не меняется. А здесь? Ага. То есть либо на весь экран, либо не на весь. Ну, не знаю. Font size, ну, естественно, да. Либо default. Ну, ладно, пускай будет default. Так. Блин, ну как же мне тебя теперь зацепить? А у меня тут еще на телефоне закругленные края, поэтому, может быть, пиксели находятся где-то в том месте, где уже фиг цепанешь. То есть за округление. Попробуем. Так, что у нас там? Угу. Видите, опять перезагружается, но уже Chrome перезагружается. Так, connection excellent, excellent. Ну и хорошо, что excellent. Вот это, мне кажется, надо отключать. Поверните налево. Маршрут перестроен. Через 50 метров развернитесь. Так, поддержка. Да уж, писать неудобно в таком положении. Ну, что поделать. Температура 49. То есть, в целом, ну, реально отсутствие кабеля зарядки снижает температуру. На этом предлагаю... Так. Что там свистнуло? На этом предлагаю тогда пока что тормознуть стрим. И я его посмотрю. Проверить я хочу звук в первую очередь. То есть сейчас я без наушников. Были наушники, вы слышали скрипы. Возможно, сейчас без наушников получится избежать эти скрипы. Тогда будет сделан вывод, что помехи дают именно наушники. Вот. Ну и, значит, их надо поменять. Хотя я об этих наушниках разговариваю, если там по телефону еще как-то, они ничего не скрипят, вообще-то. Вот. Но все равно вот этот скрип надо поймать. Что скрипит? Все, давайте прерываться, ставим паузу.